Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Как всегда, я очень рада, что вы со мной сегодня на этом сеансе расклада. Ну что, сегодня у нас Таро «Ответы славянских богов». Очень интересная колода в работе. Давайте посмотрим, что она сегодня вам расскажет. Приступим просто прямо сейчас к раскладу. Поэтому, дорогие мои, садимся за гадальный столик. Не будем тянуть ни минуты. Единственное, что я вас попрошу, всегда ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Мне будет очень и очень приятно. Также по личным вопросам вы можете обратиться ко мне в WhatsApp, в Telegram, Messenger Max по номеру +7 931 406 1666. Ну что ж, давайте приступать, работать с этой колодой прямо сейчас. Садимся за гадальный столик. Присаживаемся за стол, дорогие мои, открываем колоду. Прекрасно. Кстати говоря, эту колоду мне подарила лично сама автор данной колоды. Когда-то уже достаточно много лет назад, как только эта колода вышла. Прекрасная колода, мне очень нравится. Они с менеджером, насколько я помню, тогда написали мне имейл и отправили колоду эту прекрасную. Итак, сейчас небольшая сигнификация, да, кто вы, чтобы вы понимали, что расклад-то действительно для вас данный и проигрывается с вашей ситуацией. Давайте-ка мы немножечко так свечечку сюда. Угу. Так, кто вы, кто вы, кто вы, кто вы? В каких энергиях вы сейчас находитесь? Ой, ну сила, понимаете, жизни у вас только на 10 хватит. И вы знаете, вы, кстати говоря, в этом суровом мире, что бесспорно, да, выживаете только благодаря собственным силам. Со стороны не ждете поддержки, понимания не ждете. Вы из тех людей, кто сделает самостоятельно, чем будет ждать от кого-то каких-то результатов. При этом карта сила говорит о том, что вы находитесь на своем месте. И вы не тот человек, который будет строить какие-то воздушные замки, додумывать себе что-то. Вот вы видите то, что вас окружает, то, что у вас есть, и вы довольны этим, тем, что создали сами в первую очередь. При этом вот королева мечей, да, все сама, все самостоятельно, не жалуюсь на судьбу. Где-то иногда бывает, да, у вас внутри может возникнуть такой вопрос, почему вот так? Почему не иначе? Но вы понимаете, что на судьбу роптать не стоит, что люди, в первую очередь окружавшие вас, создавали вам проблемы, но не высшие силы. И вас как будто выводили из каких-то ситуаций, вот прям, понимаете, за руку вытягивали, чтобы вы посмотрели на все со стороны и для себя поняли, что так нельзя. Очень вы мудрый человек, очень хорошо рассуждающий. Вы человек, который и словом, и делом хорош. Вот я бы так выразилась. При этом королева мечей и карта силы. Вы знаете, вы можете настолько серьезным образом донести свою мысль, вот как будто пробиться к сердцу закрытому. Можете достучаться до чьей-то закрытой души, когда вам это действительно нужно. И знаете, вы как будто держитесь в стороне. Вот вам хамство и наглость людей, настолько это все надоело. Вот вы видите вокруг, что происходит, и вы уже не хотите это принимать. Вам уже вот просто настолько опротивила людская наглость, что вам проще быть одной, чем находиться в окружении таких людей. А вы сталкивались с наглостью, беспринципностью, ложью, да, когда смотрят в глаза и просто нагло врут.
Вы сталкивались с предательством, это все вас настолько закалило, что вы уже, вот понимаете, сама по себе. Вот здесь, кстати говоря, да, княгиня мечей Баба Яга, да, если вспомнить сказку о Бабе Яге, то это была та женщина, которая сторонилась людей и мира и не хотела принимать участие в действии толпы. Да, нам изображают Бабу-Ягу уже старой, дряхлой, носатой, но когда-то это была молодая женщина, которую сильно задели. Не каждый, наверное, будет рассуждать о Бабе-Яге, потому что нам ее действительно преподносят такой обозленной старухой. Но если подумать, что могло обозлить женщину, заставить ее сторониться всех и жить, как будто, вот понимаете, посреди леса лучше среди животных, чем среди людей. Так это люди ее заставили так себя чувствовать. И у вас то же самое. Вы лучше будете жить среди животных, чем среди толпы людей. Вы уже устали, вот понимаете, от какой-то такой людской холодности. Я не могу сказать, что вы вот прям одиночка. И нет, здесь есть какие-то люди в окружении, да, семья, близкие какие-то, да, знакомые. Но вы вот сама по себе уже держитесь, вам уже, знаете ли, не до каких-то потрясений, по крайней мере, эмоциональных. Это точно. Ну-ка, давайте еще посмотрим. Если подходит сигнификация сегодняшний расклад в потоке для вас однозначно. Так, ну-ка. Ну, туз пентаклей, очень запасливый вы такой человек. Вы лучше отложите, нежели чем потратите. И вы всегда думаете наперед. Вот есть люди, которые все потратили, а о завтрашнем дне не подумали. А вы подумаете и о завтрашнем, и послезавтрашнем, и на месяц вперед даже. При этом жизнь тоже заставила. Да, и где-то готовить вкусно из того, что есть, и отложить, хотя очень мало без того, и сэкономить, и продумать, рассчитать. Вот здесь, понимаете, такое ощущение, что по всем фронтам вы закалены. Вас вот такое ощущение уже ничем не удивишь. Ни громким названием, ни раскладом. Вы уже все, понимаете ли, прошли, как говорится, все испытали. Там, где многие учились, вы уже должны преподавать, да? Ну да, и вы все в дом, вот трудяжка, понимаете? Трудяжка, которую ничем не остановить. Мне кажется, вы заболеете, но встанете и начнете мыть посуду или полы, или что-то прибирать, или у вас температура, но надо приготовить, но надо постирать. Вот некогда вам лежать, разлеживаться, да, косточки свои на диване-то держать. Дел хлопот хватает. И для дома надо постараться, и для родных надо постараться, и везде успеть, и везде создать, и везде слепить. Вот понимаете, без передышки жизнь. Вам передохнуть-то некогда. Вот в чем дело. То есть у вас складывается жизнь так, что вам вообще не до отдыха. Может быть, вы даже говорите эту фразу «мне уже не до отдыха». Все, пора вставать, и у меня дел по горло. И знаете, вы как будто, ой, прошли в жизни такие ситуации, от которых до сих пор не излечились. Вот карта открылась, пекло. Вы как в аду побывали. Вы побывали в аду. Вы прошли ад, да. И знаете, сейчас какая картинка идет в потоке. Вот как будто вы то ли перед окном, то ли как-то, но почему-то на вас светит вот что-то сквозь стекло. Окно это, наверное, да? И вы вот так сидите спокойно. Вот даже в потоке ощущаются ваши эмоции, так хочется расплакаться. Вы сидите спокойно.
без истерики, без какого-либо толкового телодвижения. Просто как будто взгляд в никуда, и вот от боли ком в горле. И вот так слеза катится по щеке. Вы не плачете, нет, она вот катится просто уже сама, а вы так сидите спокойно и принимаете все, что случилось. Вот как будто, понимаете, есть такое состояние «принимаю». Принятие. Вы прошли момент принятия. Вы боролись, вы старались, вы сражались. И на какой-то момент вы просто вот пришли к принятию ситуации. И благодаря этому вы из ада вот такого выбрались. Вы знаете, что такое ад на земле. Вы знаете, когда, понимаете, как будто земля горит под ногами. Смотрите-ка, вы созданы для любви. Вот знаете, ваша миссия на земле – это любовь. И вы созданы для любви взаимной. Вот вас любовь, она как будто воскрешает. Она как будто придает вам сил, уверенности, стойкости. Когда вас любят, мне кажется, вы способны на все. Абсолютно на все, вот чувствуя любовь к себе. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Давайте, знаете, что будем смотреть? Наверное, ближайшие 3 дня, чего ожидать, да? От 3 дней и далее. Что в ближайшие 3 дня будет формироваться в пространстве для вас, на что нужно обратить внимание, каковы будут итоги. Что начнет трансформация, что начнет формироваться, дорогие мои. Я вот от эмоций даже до речи потеряла. Что начнет формироваться, какое зерно в эти 3 дня будет посажено энергетически и даст свои росточки и плоды. Давайте смотреть. Прям что-то эмоции так за вас накатили. Может, вы и сейчас вот через это какое-то принятие проходите, что ли? Ну-ка. 8 кубков. Десятка жезлов, 9 пентаклей. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Нелегко вам до сих пор, конечно. Но вы идете к изобилию. Вы идете к изобилию своей жизни. К изобилию души. Изобилие разное бывает. Иногда можно накрыть стол, где будет очень много явств, да, и икра красная, и икра черная, и пироги, и, как говорится, заморская баклажанная, но счастья нет. Вы идете к изобилию духовному через пустоту. Вот в ближайшие 3 дня у вас будет чувствоваться, знаете, какой момент? Какого-то такого опустошения, но это опустошение опять вот связано с неким смирением и отпусканием. Здесь знаете, как происходит? Вот смотрите, да, 10 жезлов. Облегчение. Вот вы ощутите на какой-то момент пустоту в ближайшие 3 дня. Эта пустота у вас вызовет слезы. И каждая слеза, пролитая вами, она превратится в алмаз. И эти алмазы станут вашим изобилием души. Вы в ближайшие 3 дня пройдете момент очищения. Вам станет легче однозначно. И у вас это случится внезапно. Знаете, как вы можете идти по улице, например, услышать какую-то вдруг песню, да, или почувствовать какой-то приятный запах, или какое-то вот дежавю как будто случится,
и вам так захочется заплакать, вы не держите эти слезы. Вот в ближайшие 3 дня вам захочется заплакать. Но слезы на убыль Луны– это очищение. И ваша душа, она станет чище. Как будто, знаете, та пыль, которая прилипала очень долгое время к граням вашей души, она будет смыта вашими слезами, и вы засияете. Ощутите свободу и будете знать, как жить дальше. Потому что здесь наверняка вы задаетесь вопросом, как быть дальше, как жить дальше. Я не знаю, куда мне идти. И вот этот момент, он как будто, знаете, станет для вас озарением. Это бывает очень редко. Это вам будет даровано свыше, эта благодать. Какая-то мудрость, что-то прояснится, что-то для себя поймете, что-то для себя уловите в пространстве, в потоке. И вот как будто скажете себе, я знаю, что мне делать дальше. Я знаю, как будет лучше. Да, вот у вас вот такой момент случится в ближайшие 3 дня. И знаете, что я вам хочу, милые мои, сказать? Вам, когда хочется плакать, всегда плачьте. Хочется рыдать, рыдайте. Вы проходите очищение. Вот смотрите, когда придете к какому равновесию, к какому дзену, к какому спокойствию и расцветанию. Да, у вас все будет идти в рост, в изобилие, в расцвет, в получение результата. При этом смотрите, да, карта умеренность, равновесие, 10 пентаклей. Здесь могут наладиться семейные отношения, восстановиться, если они разрушены. Кто-то придет повиниться к вам, попросить прощения, а вы простите этого человека и отпустите. У вас могут увеличиться доходы, появиться какие-то дополнительные заработки однозначно. И вы будете чувствовать себя уверенно. Вы как будто будете знать, что силы вас ведут. Да. Опять у нас заиграла гармонь у соседей. Как обычно, да, как только мы о чем-то серьезном, начинает играть гармонь. Ну, видимо, это хороший знак. Я надеюсь, что вы этого не слышите. Но если слышите, то пусть даже эта мелодия будет во благо нам. Смотрите, туз кубков, да, вот зима, она как будто уходит, все начинает таять. И вот свыше идет озарение. Вы знаете, я вам хочу сказать, это благословение свыше. Вас благословят силы, боги, ваш Бог, в которого вы верите. Та сила, к которой вы обращаетесь, она вас как будто благословит на дальнейший жизненный путь. Да, это идет благословение вас на дальнейшую жизнь. Вас благословят. Однозначно. Вы знаете, что я вам хочу сказать? В ближайшие 3 дня, если есть возможность, выйдите на улицу, наберите снега чистого. Пусть этот снег растает у вас дома. И вот с этой водой вы ходите на улицу, умойте руки, лицо и скажите: куда вода, туда беда. Заклято 3 раза. Вам это поможет. Талая вода. Ну вот и туз жезлов, да, все, вам даруют новое начало. Вас ведут туда, куда нужно. Вам подарят возможности. Вас выведут из запутанных каких-то ситуаций, до сих пор непроясненных. Вам дадут знания, вам дадут направление, да. У вас начинается период расцвета. Расцветает все не сразу. Мы должны понимать, что туз жезлов– это движение все-таки, да. Если вы в движении, то результат будет. Но если сидеть,
как Емеля на печи жевать калачи, в наше время это равно нулю. Нередко бывает так, что ко мне приходят на консультацию. Почему у меня ничего не меняется? И мой первый вопрос: а что вы сделали, чтобы что-то поменялось? Ну вот я жду, вот я смотрю расклады, вот должно поменяться, я жду. Тот, кто ждет, никогда ничего не дождется. От вас должен исходить импульс, понимаете? Вибрация в пространстве. И тогда вас поведут. Вот как говорится, если хочешь встретить друга, выйди из дома. Если хочешь, чтобы тебя повели, сделай первый шаг. Разберись в себе. И высшие силы возьмут за руку и скажут: все, пойдем. Да. При этом, вы знаете, очень долго вас блокировали. Ваши враги блокировали вас. Ваши мечты не сбывались. Ваши надежды не исполнялись. Как будто все рушилось. И вам казалось, что вы боретесь с этими врагами, а борьба не дает результата. Так вот теперь эти враги заплатят по полной программе. А здесь не только высшие силы вступают в бой за вас, ваш род накажет ваших врагов. Вашим врагам в ближайшие 3 дня не поздоровится. Начнется суд над ними. И к лету они будут уже в полной мере нести свое наказание. Весна для них будет как, вы знаете, дело, которое рассматривают присяжные. Присяжные – это ваши предки. Они вынесут вашим врагам приговор, вот этим змеям, драконам. И они будут наказаны, ваши враги. А вы будете видеть, как они страдают. Вы увидите, как ваши враги платят за зло, нанесенное вам. При этом вы будете шагать дальше, а они как будто застрянут вот в этой своей грязи, которую создавали против вас, и так нахлебаются этой грязи, что, наверное, им даже это и не расхлебать. Вот здесь я хочу сказать, что благословение свыше заключается даже в том, что ваш род подымется и начнет за вас мстить. Да. Слово «месть», оно звучит где-то страшно. Но порой есть такие ситуации и то зло, которое ни в коем случае прощать нельзя. То зло, которое нужно судить. И люди порой думают, что они не понесут ответственности за свои поступки. Вот против вас здесь велась такая, понимаете ли, борьба именно против вас. А вы себя защищали из последних сил. И теперь вы увидите, как ваши враги, они падут. Они понесут наказание однозначно. Однозначно. Еще знаете, что хочу сказать? Высшие силы вас где-то тоже пожурят, чтобы вы не расслаблялись. Вам как-то покажут через знаки, через какие-то символы. Может быть, кстати, через расклады, да? Вы будете смотреть расклады на канале, услышите в раскладе от предков, да, из мира ушедших послания. Надо, кстати, сделать такое. Где-то вас тоже пожурят, где-то вы вот даете себе слабинку-то. Дом ваш будет защищен, посмотрите, да? Домовой сидит, дом ваш будет защищен от зла, к вам никого не пустят. Вот, кстати говоря, те, кто сейчас думают, что у них есть подклады какие-то в доме, есть какие-то моменты чужих воздействий. Вот сейчас на убывающую луну разводите соль в ведре и моете полы и начитываете. Соль, земля, матушка, мой дом от зла очищай. Все зло с моего дома водой вымывай. И просите вымыть то, что вы считаете, что у вас есть. Да, вот, например, как в моем случае, когда я мою полы, я вымываю чужую энергетику людей, ко мне приходящих.
и дом становится светлее. Вот вам тоже надо вымыть. И еще, что я вам хочу сказать. Если у вас нет дома животных, хорошо бы, чтобы они были. Вот коты, да, это вообще в принципе рыжий кот, это знак изобилия в доме. Это та живая душа, которая вас защищает, и вы защищаете эту душу. И не забывайте благодарить хранителя вашего дома, домовой. Не забывайте его благодарить. Ставьте молочка, кашки сварите для домового, да, либо его символ где-то поставьте у себя, да, символ домового. Обычно это продаются вот эти фигурки, и благодарите его утром. Пьете кофе, чай, скажите: домовой батюшка, спасибо большое, что мой дом защищаешь, что меня оберегаешь. Низкий тебе поклон. Все, я говорю, у вас как будто вот благословение свыше идет. Я не знаю, может, вы сейчас даже можете заплакать от этого расклада, но у меня эмоции вот такие прям за вас, что прям вот хочется где-то, знаете, вот как будто вот порадоваться, когда есть слезы от счастья. Вот они, перемены-то, они идут, они летят, понимаете, эти перемены благословенные. И колесо фортуны, посмотрите, да? Хоровод. Это же символ защиты. Хоровод водили всегда вокруг костра в определенных таких, ну, из определенных обычаев, из-за определенных побуждений, я так выражусь, я не буду рассказывать это таинство. И прыгали раньше через костер не просто так. Вот хоровод водить, да, это защитить. Прыгать через костер — это очистить. Вот здесь как будто, понимаете, касаемо вашей судьбы и вашей жизни ставлена печать защиты. Кто-то, кстати говоря, это почувствует вообще в принципе таким серьезным образом. Особенно те девочки, вот, которые сейчас записались ко мне на защиту. Вот именно защита-то будет у них по кругу, они знают, как я ее делаю. Печать будет поставлена на судьбу, защита. Ну и королева кубков. Вы где-то станете даже нежнее, где-то почувствуете себя легче, где-то ощутите себя свободнее. Да? И вот я хочу сказать, что вы еще не отпели свою песню лебединую. Это не конец, это только начало. Вы как будто себе шанса не даете жить. А вы дайте себе шанс насладиться жизнью. Вы встретите того или тех, кто на самом деле будет вас обнимать крепко и целовать горячо, и смотреть на вас с любовью. Однозначно, однозначно. Однозначно. Знаете, какой момент идет? Мне почему-то силы говорят, что вы не знаете, что такое взгляд, наполненный любовью, когда на вас смотрят вот с настоящей любовью, а вы это чувствуете кожей прямо. Вот вам дано еще познать вот этот взгляд любви, когда человек на вас смотрит, вот слегка улыбается и как будто мысленно говорит: как же я тебя люблю. Ну, посмотрите, да, здесь еще о чем идет речь. Вот коляда, да? Коляда, коляда, отворите ворота. Благодарите и делитесь. Благодарите и делитесь. Послушайте, кстати говоря, вчерашний расклад, который вышел. Ох, как многое вы поймете. Императрица. Ну все здесь, понимаете, к лету вы уже будете в самом расцвете сил, в самом таком энергетическом расцвете. И, кстати говоря, я хочу сказать тем девочкам, которые приходили ко мне на чистку, с которыми я сейчас работаю, на данный момент с кем-то уже закончила работу. Вот у вас по императрице к лету как раз-таки будет полная, вот как будто такая мощная,
энергетическая составляющая, наполненная очень расцвет. Кстати говоря, вот что касаемо чисток, да, кто-то себе делает чистки и считает, что уже завтра все изменится. Нет. Работа набирает силу месяц, полтора, у кого-то 2. Но к лету у вас уже будет просто мощная энергетическая составляющая. Вы уже даже перестанете бояться, вам бояться будет нечего. Вы должны поверить в себя. Вы плохо верите в себя, карты говорят. Вот вам надо в себя поверить и себя полностью полюбить. Смотрите, карта смерть, да, о чем она говорит? О масштабных переменах, о перерождении, о трансформации, о необратимых изменениях. Так вот, уже меняется все сейчас. Меняется уже все сейчас. Я хочу сказать, у вас здесь помощница какая-то будет, посланная вам Богом, высшими силами. Она вас тоже направит, эта помощница. Даст подсказки. Но посмотрите, да? Вы как ребенок высших сил будете благословлены и целованы. Целованы высшими силами Богом. Прекрасный расклад для вас получился. Давайте, милые мои, только вперед. Поверьте в себя. Вы можете все. Вы прекрасны. Вы добры. Я читаю ваши комментарии. Сколько доброты вложено в каждое ваше слово. Я вас безмерно благодарю. Каждую из вас обнимаю. Да, где-то порой я могу быть тоже, да, грубовато, где-то уставшая. Но я каждой благодарна за вашу сердечность, дорогие мои. Будьте счастливы по-настоящему. Увидимся с вами завтра на следующем раскладе. Всех обнимаю. Всем пока-пока.